Приветствую, уважаемые натуралисты! С вами канал ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. Подписывайтесь и ставьте лайки. Они помогают узнать о мире животных большему количеству людей. Друзья кошколюбы, вы давно меня просили рассказать про короткохвостых кошек. И сегодня это время пришло. У нас уже был в гостях Манчкин, котик такса с короткими лапами. Ищите его в плейлисте «Домашние питомцы». Ну а сегодня у нас в гостях короткий кошачий хвост, родом с Курильских островов. Встречайте курильского бобтейла, аборигенную породу короткохвостой кошки родом с самих Курил. Эта порода привлекает контрастом. У нее внешность рыси уживается с непосредственностью зайца, а собачья преданность с поистине кошачьим благородством. Курильский бобтейл – это та порода, которую невозможно спутать с другой. Причина тому – короткий, словно купированный хвост и нехарактерное для кошек телосложение. Не менее примечателен и характер бобтейла – спокойные, мирные и дружелюбные. Именно так отзываются об этих кошках их владельцы. Развитый охотничий инстинкт – еще одна характерная черта маленькой рыси, поэтому представители породы прекрасно чувствуют себя в сельской местности. Впрочем, их репутация умелых хищников не страдает и в городских условиях. От пристального внимания бобтейла не ускользнет ни одна назойливая муха. Но мы начнем с истории. Курильские острова, а именно южная часть архипелага, это камень преткновения двух держав – Японии и России. Право владения этими землями неоднократно оспаривалось и оспаривается до сих пор. Но пока Курилы наши, и вместе с территорией к нам отошло и право считаться родиной одной из самых примечательных и неповторимых пород в мире. Согласно точке зрения большинства фелинологов, курильские бобтейлы произошли от короткохвостных кошек, которые населяли архипелаг по меньшей мере с 18 столетия. Их прародители предположительно были дикими и появились в результате союза японских бобтейлов и сибирских кошек. История появления этой породы на Курильских островах не менее интересна. Древние поверья страны восходящего солнца говорят о том, что японские бобтейлы считались символом удачи и оттого чрезмерно опекались местными жителями. К тому же эти животные имели священное происхождение. Их предками считали белых храмовых кошек, которые охраняли святыни последователей Будды. Некоторые бобтейлы попали на архипелаг вместе с японцами в составе исследовательских или военных экспедиций. Зачастую их использовали в качестве сторожей императорских ферм, на которых разводили пушных зверей. Однако, повинуясь инстинктам и желая вырваться из золотой клетки, многие бобтейлы сбежали в дикую природу. Спустя несколько поколений японские бобтейлы приобрели новые черты, стремясь приспособиться к суровым жизненным условиям. Да и лесные коты помогли. Исчезла боязнь воды, когти перестали втягиваться в подушечки лап, а их обладатели стали более крупных размеров. Что касается сибирских кошек, то они приехали на Курилы вместе с переселенцами. Сибирячки легко подружились с одичавшими японцами, и в результате этого союза возникла новая порода, известная сейчас как Курильский бобтейл. Стоит отметить, что селекция этих животных началась далеко не сразу. Несмотря на сравнительно давнее появление породы, фелинологи обратили внимание на нее лишь в конце 20 века. Именно тогда с Курильских островов привезли новых представителей породы. В декабре 1994 года был проведен семинар по доработке стандарта породы Курильский бобтейл с целью ее признания. Официальная регистрация короткохвостых кошек состоялась
лишь год спустя, чем спровоцировало внезапно вспыхнувший интерес европейцев к необычной породе. В Италии, Германии, Польше и Чехии все чаще стали проводить выставки кошек, частыми гостями которых были именно курильские бобтейлы. К тому времени уже появились и питомники, которые специализировались на разведении двух разновидностей породы – длинно- и короткошерстной. При этом первая категория разделилась на особей с длинным и полудлинным шерстяным покровом. Середина 90-х годов стала переломным моментом в судьбе курильских бобтейлов. С 1995 года и по сей день курильские бобтейлы захватывают все больше территорий, покоряя сердца людей. Этих кошек ценят во многих странах Европы за мягкость и добродушие. А вот на исторической родине бобтейлы пользуются популярностью преимущественно у охотников и рыболовов, во многом благодаря великолепным инстинктам курильских бобтейлов. В противовес внешнему сходству с дикой и неприступной рысью, представители породы отличаются неподдельным дружелюбием и приветливостью. Курильский бобтейл любит общаться и активно ввязываться в совместные игры с членами семьи. Курильцев нередко называют собаками в кошачьем теле, поскольку они с радостью приносят игрушки и мячики, брошенные рукой хозяина. С семьей у курильского бобтейла зарождаются очень трепетные отношения. Для представителей этой породы нет ничего важнее близких людей. Животное будет защищать семью, в которой живет, исключительно по собачьи, становясь в грозную стойку и предупреждающе мяукая. При этом бобтейл будет особенно опекать одного человека, которого считает своим хозяином. И если вам удалось занять в сердечке пушистого охранника этот почетный пьедестал, то питомец будет следовать за вами, общаясь на своем языке и принимая посильное участие в вашей жизни. Курильские бобтейлы как нельзя лучше подходят для семей с детьми. Животное никогда намеренно не обидит малыша, а напротив одарит его чрезмерной усатой опекой. Представители породы прекрасно уживаются и с другими домашними животными. Кошка или собака, неважно, курильский бобтейл найдет общий язык как с серьезным мейн-куном, так и с игривой таксой. Впрочем, категорически не рекомендуется держать в одном доме с бобтейлом декоративных птиц и грызунов. Не вовремя проснувшийся охотничий инстинкт, который у островитян очень силен, может обернуться трагедией. Одновременно с кроткостью и добродушием эта порода отличается своенравным и независимым характером. Животные не любят подолгу сидеть на руках, изображая плюшевую игрушку, и вскоре постараются покинуть нагретое место. При отсутствии должного внимания со стороны хозяина курильцы вообще начинают жить по своим правилам и вскоре считают себя полноправными владельцами ваших апартаментов. При этом свергнуть короткохвостого узурпатора будет непросто. Однако курильские бобтейлы – обладатели весьма развитого интеллекта, который позволяет этим животным понимать значение свыше 1000 слов, поэтому воспитание питомца не составит труда. Главное правило – определить границы допустимого и найти общий язык с бесхвостым пушистиком. Курильский бобтейл не нуждается в тщательном уходе, и это еще один плюс в пользу породы. Даже длинношерстные бобтейлы не причиняют хозяевам лишних неудобств, а от сибирских предков бобтейлы унаследовали крепкое здоровье, которое редко причиняет хозяевам лишние хлопоты. Сколько же стоит курильский бобтейл? В целом, стоимость бобтейла определяется престижностью питомника и начинается от 10
тысяч рублей. Меня тут недавно спросили, вредно ли кошкам быть короткохвостными. Отвечу, если это естественным путем сформировавшийся признак, то нет, вспомните рысь. Однако к купированию хвостов я бы отнеслась скептически, потому что именно с помощью хвоста кошки управляют своей аэродинамикой, ловкостью и прочими хвостато-полосатыми кульбитами. А какие породы кошек еще интересны вам? Напишите в комментариях. Становитесь спонсорами проекта всего за 99 рублей в месяц. Этим вы поможете популяризировать зоологию, что очень важно в современном мире. Также обращаю ваше внимание на то, что у нас появились дизайнерские брендовые футболки от канала. Приобрести их можно по ссылкам в описании к видео. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какого бы животного вы хотели бы увидеть в следующем видео и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами был канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!